Мужики достали 3-литровую банку, такую, в которых продавали соки. На этикетке «Русская». Вскрыли. Один находящийся в компании человек с химпроизводства смочил ватку и поджег. Мы услышали: «Парни, это разбавленный метиловый спирт. Пламя зеленое». Так жили. Готовы на несколько минут вернуться в 90-е? Точно? Тогда начнем. Слабонервным лучше удалиться. Продукт духовного вакуума. Подростковая жизнь во второй половине 80-х была сущим кошмаром. Межрайонные и межсельские столкновения, а также извечные противостояния между горожанами и сельскими жителями достигли пика. У боевых детсадовцев были водяные пистолеты, у учеников начальных классов самострелы и рогатки. Старшеклассники и учащиеся ПТУ вооружались цепями, нунчаками, популярными кастетами и резиновыми дубинками, часто самодельными, но иногда и настоящими. Молодежная среда существовала словно в отрыве от мира взрослых, не знавших подобных проблем. Многие парни пострадали, осмелившись проводить девушку в чужой район, а пешеходы подвергались преследованиям, покидая пределы района. Почему так сложилось? Причина проста. Подростки, задержанные в 1965-1969 годах, к тому времени перешагнули 25-летний рубеж. Они стали горе-наставниками во дворах, зачинщиками конфликтов, передавали печальный опыт. В каждом дворе был такой. В каждой спортивной школе минимум 4. В каждом тренажерном зале как минимум 2 арестанты становились тренерами, воспитывая в юношах боевой дух. В республиках, где в каждом городе было много учеников-славян, сражения вызваны националистическими мотивами. Знаю от хороших знакомых, переехавших из Казахстана. В их городе Сош пришлось перегородить сеткой рабицей. Одна часть для казахов и узбеков, иная для славян. Драки, порой с тяжкими исходами, утомили директора школы и хозяев города. Неявки, несуны и продажность. 3 всадника апокалипсиса. Разумеется, была какая-то высшая интеллигенция, какие-то святые, не вылезающие из исповедалин только что восстановленных храмов, или просто те, кто могли себе позволить жить честно. Но в большинстве своем людям надо было выживать самим и обеспечивать свои семьи. Пионерские, комсомольские и партийные кричалки КПСС и уставы всяких служб давно превратились в пустые слова. Зарплату задерживали или выдавали продукцией, деталями, автопокрышками, хлебом, конфетами. Что за заводы у вас были еще? Но какой товар, к примеру, у учителей? Или у сотрудниц лечебно-профилактического учреждения? Знание и здоровье? Поэтому эти специалисты просто забили на работу. Приходя утром в школу, я отправлялся на несколько часов назад, потому что почти каждый день видел объявление о том, что такой-то и такой-то урок отменяется по причине отсутствия учителя. А упражнения от сколиоза и плоскостопия я в диспансере так и не дождался. Он вообще закрылся. Пришлось самому их себе проводить. У людей была работа, но не было зарплаты. Была частями, задерживалась, сокращалась. Нужно подчеркнуть. А это, сами понимаете, чем чревато. Люди на своих должностях использовали полномочия для того, чтобы получить деньги или продукт бартера немедленно. К кому ни приди в гости, все хвастаются, сколько всего с работы натащили. Каждая квартира напоминала мини-склад. У работников мясокомбината дома 3 холодильника. У тружеников шинного завода под каждым столом шины. Ноги невозможно вытянуть. У кого-то горы полиэтиленовой продукции, обычные пакеты. К примеру, продовольственные предприниматели оптом брали и так далее. Кому-то производство выдавало все это, но многие тащили сами. Если производство было связано с дорогими или стратегическими металлами, в подземных коридорах несунов поджидала смена от охранного предприятия. Старшие охраны из горячих точек знали опыт в засадах. И с ювелиркой была беда. В таких торговых точках среди охранников обязательно была женщина. Приходилось и в бюстгальтер, и в трусы лезть. Вооруженные силы разваливались. Во-первых, их делили между собой республики, которые становились отдельными государствами. В Закавказье не обошлось без перестрелок. Во-вторых,
В мутной водичке ожидающегося раздела военнослужащие вытаскивали государственное добро себе. Каждый по рангу. Генералы и адмиралы, танки и военные катера куда-то конвертировали, средний офицерский состав, стройматериалы и всякие приспособления переоформляли в зону возведения жилого коттеджа или дачки, смотря у кого сколько звезд. И те, и другие использовали срочников, как гастарбайтеров, строителей или аграрных рабочих. Часть военных скупила акры земель. Обычные солдафоны, ефрейторы и сержанты пихали в посылочные ящики и отправляли домой через почту все, до чего дотягивалась рука. Микросхемы из элементов ПК, форму, железки, даже карты. Ума до сих пор не приложу, на кой они им понадобились. Силовые ведомства и правоохранительные структуры тоже были частью того общества, нами с вами. В бурные годы крушения Советского Союза преступные элементы вышли на первый план. Воры-профи принялись устанавливать свои порядки, прикрываясь интересами простых людей, навязывая новые правила поведения. Криминал поднял голову, определяя, как жить обществу. Блатные диктовали условия, используя свой авторитет в преступном мире. Это было время, когда понятия справедливости были искажены, а насилие стало обыденностью. У криминала оказались все денежные ресурсы, ведь они же просто брали все, что хотели. Некоторым милиционерам не хотелось рисковать жизнью за деньги, на которые уже ничего нельзя было купить, и которые к тому же задерживали. Эти люди, не все, конечно, тайно продавались бандитским группировкам, закрывая глаза на их проделки, предупреждая об оперативных мероприятиях, сливая грехи своих покровителей на простую гопоту или даже на невинных людей, попавшихся под руку. Менты подставили выражение, которое в 90-х можно было услышать не только из уст профессиональных воров, но были и преданные своему делу сотрудники. Это они в сериалы. Им, конечно, отдельная благодарность. Проблема с продовольствием. Конец 80-х. Чуть ли не каждый день закрывалось очередное продуктовое производство или умирал так и не превратившийся в аграрный национальный комплекс, кооператив или частную ферму-колхоз. А это значит, что того, что мы обычно кушали, становилось все меньше. Оставшиеся везли в Златоглавую. Так делалось всегда. Но политическим брендом ельцинистов было устроить голод даже здесь. Фурщикам всыпали мелочь. То, что те привозили, закапывали в огромных ямах. И ладно бы дело было просто в очередях. К ним попросту привыкли. Постоишь пару-тройку, пятерку часов, но потом свое получишь. Но теперь некоторых продуктов не стало вовсе. Появилась великолепная семерка товаров, которая исчезала в первые 2 часа работы магазина или ларька. Сметана, сало, хлеб, соответственно, квас и мука, сахар и перловка. Люди давно забыли о мясе, маслах и колбасах, но очень рассчитывали хотя бы на перечисленные продукты. Какое-то время хотя бы их можно было купить спокойно. Но только не в 1989-м. С этого года постепенно набирающий темпы 12-летний дефицит достиг пика. Талоны появились еще до 90-х, поэтому про них я рассказывать не буду. Уже эталонная система потерпела полное фиаско. Пока люди работали, а их дети учились, те, кому не надо было в школу и на работу, пенсионеры, молодые тунеядцы, люди, потерявшие работу, выкупали с утра весь привоз. Это были команды спекулянтов, действовавшие под видом людей, никак не связанных друг с другом. Свои трофеи они тащили на базар, где продавали в 5 раз дороже. Но иногда даже не они были причиной пустых полок и витрин холодильников. Иногда в торговые помещения вообще целыми днями ничего не привозили. Товар перекупы снимали еще у его производителей. Государственные хозяйства и предприятия по закону работать с ними до 1991 года еще не могли. Но кто смотрел на законы? Сами защитники законов были в деле. В деле были родственники и близкие портократов. Производитель тут же получал деньги или иные блага. С определенного момента деньги вообще перестали что-либо значить. Зачем ему было ждать реализации товара? Так он же зарплату от государства получает, скажете вы. Какую? Не ту ли, которую надо было ждать лишние 2 недели или которую выдавали странными частями? Помнится, первым делом после школы я должен был заниматься не уроками, а гонять по магазинам.
Родители оставляли мне деньги, я должен был успеть купить хоть что-то. Считалось нормальным, что хлеб я находил лишь в 4-м по счету магазине, а про сало и сметану можно было вообще забыть. Где-то еще теплились очереди, но часто выстаиваешь ее всю, а покупать уже попросту нечего. Продавщица разводила руками и уходила, ведь злость срывали на ней. В 1992-1993 годах на страну свалилось, наконец, разнообразие. Иностранщина аккуратно распределилась по полкам магазинов нового типа – супермаркетов. Тут выбранный товар можно было взять самому и на кассу. Упрощенные бедностью и отшлифованные вечным голодом люди сразу воспользовались таким удобством, пихая товар под толстые куртки, в штаны, в бюстгальтеры, в коляски к детям. В каждом первом супермаркете были огромные доски почета, позора. Воришки были засняты на камеру, были даже и первые камеры наблюдения, а не только фотики у охраны. Быть предпринимателем и не погибнуть. Отсутствие у людей перспектив привело к возникновению новых профессий, ранее неведомых в Советском Союзе. Так появились челноки. Они стали олицетворением 90-х годов. В начале существования Российской Федерации Борис Ельцин разрешил свободную торговлю. В городах, как по мановению волшебной палочки, возникли вещевые рынки, где эти самые челноки стали главными поставщиками товаров. Бывшие медсестры, учителя, ученые и военные специалисты, оказавшиеся неудел первыми, обратили внимание на зарубежные страны. Закупка товаров в Китае, Турции, Польше или Греции с последующей перепродажей на местном рынке оказалась прибыльным делом, и огромные клетчатые сумки стали символом эпохи. Первые коммерсы привозили джинсы, дубленки, шубы, косметику, бытовую технику, видики, фотики, игровые приставки, музыкальные центры и автомагнитолы. К концу 90-х челночный бизнес достиг пика. Авиакомпании организовывали специальные чартерные рейсы для шоп-туров. Но дефолт 1998 года нанес удар по предпринимателям такого толка. Но это ведь уже совсем другая история. Продавцы недвижимости стали последствием приватизации жилья. Профессия зародилась еще в позднем СССР, но тогда их деятельность была незаконной. Лишь в 1992 году риэлторы стали официальной отраслью сферы услуг. Однако остались и те, кому в тени было сподручнее, ведь отсутствие баз данных и юридическая неграмотность населения обеспечивали им высокий доход. Да и налоги платить стране не надо было. Это как раз в их среде появились черные риэлторы. Катастрофическое по своим объемам распространение получила проституция. Коммерческий секс делился на работу гейш-индивидуалок, те, понятно, сильно рисковали, случайных придорожных предпринимательниц и, наконец, работниц хорошо организованных картелей. И у всех этих людей, так же, как и у слишком хорошо зарабатывающих акул новорожденного шоу-бизнеса, должна была быть крыша. Бандиты, которые брали часть заработанного в качестве защиты от остальных бандитов. Иногда менты с земли, на которой работали бизнесмены, предлагали свою крышу. Умный платил только тем из них, кто действительно мог напугать любую рэкет-группировку. В противном случае делец, авантюрист, платил 2 крышам. Если не платил, то его лавочку могли закрыть менты или отрезать палец, крыша. После деньги на взнос находились. До паяльника в заднем проходе редко когда дело доходило. Вот интересная иллюстрация ко всему сказанному в разделе. Знаете, что рэкетиром мог стать тогда человек любых убеждений, даже не связанный с какой-либо гангстерской романтикой. Тут главное уметь боксировать, каратировать, посещать качалку или хотя бы стрелять. То есть любой, кто мог стать эффективной частью пехоты, годился. Далее рассказ обычного парня из Якутии. В его семье никто не сидел, и он не хулиган. История произошла в далеком 1988 году. Соседский парень уходил в армию, оставляя свой мотоцикл Иж Планета Спорт, который в то время был пределом мечтаний. Андрею, владельцу спорта, негде было его хранить на время службы. Я предложил ему сарай рядом с домом.
с условием, что буду аккуратно кататься. Андрей согласился, но предупредил, что в случае пропажи я должен буду возместить стоимость мотоцикла – 1000 рублей. Угнали мотоцикл через пару дней после отъезда Андрея. Зимой он напомнил о долге. У меня была работа с зарплатой 200 рублей в месяц, и я не знал, где взять такую сумму. Тогда я вспомнил о двух парнях – Андрее Окуневе и Олеге Тамерланове. Тамерланов задолжал Окуневу 3 рубля, и долг рос в геометрической прогрессии. Я предложил Тамерланову решить проблему с Окуневым за 1000 рублей. Он согласился, и после небольшого разговора Окунев вернул долг. Но вскоре меня вызвали в милицию по обвинению в покушении на вымогательство. Следователь убедил меня, что дело несерьезное. В суде мне дали 3 года колонии общего режима. Тут ничего личного, бизнес. Мой сосед, плечистый парень, как-то ляпнул моей маме: «Сегодня, чтобы зарабатывать, не надо уже ходить каждый день на работу. Надо ждать, когда позвонят и попросят помочь». Пересекать страну на авто надо с оружием. В эпоху реализации самых дерзких финансовых проектов люди перемещались с крупными суммами наличных, полагаясь исключительно на собственные силы в их защите. Однако далеко не всегда это удавалось. Преступность достигла небывалого размаха. Нападения на бизнесменов с целью вымогательства стали обыденностью. Происходили практически у порога домов, не говоря уже о рискованных поездках, особенно в темное время суток. И по таким регионам, как Русский Север, Дальний Восток, Урал и Сибирь. Однако и цивилизация, трасса Москва-Питер, не смущала организованных по территориальному принципу грабителей. Тут денег гоняло больше. Вооруженные бандиты могли остановить не только длинное и любое грузовое авто, классика, но и рейсовый автобус. Прямо на трассе. Гоп-стопы бесцеремонно отбирали у пассажиров деньги и ценные вещи. Грузовики, перевозившие ценные товары или выручку от их продажи, также становились объектами повышенного внимания. Дорожные грабители и ракетиры, предлагавшие защиту водителям, прекрасно осознавали эту ситуацию и стремились нажиться на чужом труде. А уж про инкассаторов речь вообще молчит. Их-то начали валить еще с 1985 года, пачками. Мне рассказывали историю, когда к водиле-фурщику подошел какой-то еще вполне молодой, но уже значительно отмороженный ветеран, наверное, всех горячих точек 90-х. У него с собой даже волыны не было. Но он сказал, что шофер доедет без единого взноса туда и обратно. Сначала умудренный печальным опытом фурщик не поверил типу в камуфляжке и берцах с лицом типичного ухаря, но взял его в рейс. Во-первых, напарник и резиновая дубинка в опасной дороге все-таки лучше, чем просто резиновая дубинка. Во-вторых, вдвоем же веселее, путь-то на Урал. Человек за рулем был уверен, что ему, как всегда, придется платить и дорожным ментам, и дорожным бандитам. Ничего платить он этому отморозку не собирался, потому что тот ничем ему не поможет. Против автоматов и ракетиров-сидельцев нет аргументов. Но он ошибся. Оба доехали туда и обратно, продали товар и вернулись, без единого побора. Водила заплатил типу все, что обещал. Это все равно вышло в 5 раз меньше, чем привычная для него сумма. В чем же был секрет халявного перемещения? У пассажира с собой был счастливый талисман — граната. Он каждый раз орал, что потерял боевых друзей, семью, и терять ему нечего. Грозил дернуть чеку. Чем меньше изысканного, тем красивее. Вы в курсе, что и в докомпьютерную эпоху социальные сети у тинейджеров были? Некоторые, в 95% девчонки, заводили анкеты. Одноклассники что-то писали от себя на память в своем листе, специальной толстой тетради, в аналоге аккаунта, которую заводила такая блогер. Отвечали на вопрос любимый цвет, любимая музыкальная группа, хобби, что-то рисовали и даже вклеивали. Таким блогерам было интересно копить информацию об однокашниках, людях из параллельных классов и даже просто из двора. Они показывали этот том окружающим. Многие из них показывали в ответ свое информационное сокровище.
Никакой особой красоты и стиля не преследовалось. Кто-то мог просто написать ругательство и детально изобразить половой орган мужчины или женщины. Первая социальная эротика. Одевались броско. Даже мужские брюки могли быть женских оттенков. А особенно фланелевые бананы, которые помимо веселеньких цветов украшались еще и всевозможным принтом. Модницы-девчонки носили разноцветные леггинсы, гипероблегающие то ли брюки, то ли трико. Но особенный писк вызывала джинса, и за ее распространение многие в 80-е уже даже присели. Джинса была обычная и вареная. Джинсы и куртки кипятили с добавками, добиваясь всякой причудливой хохломы. Иногда варили сами, но потом покупали уже готовый продукт такого творчества. Куртки были классическими, темными, голубыми, почти белыми, в зависимости, как долго их красили и терли. Джинсовые брюки в конце 80-х были классического покроя Запада, узкие или средние. Но в начале 90-х появился изврат, широкие трубы, а в конце этого десятилетия еще и брюки-клеш. Причем половина джинсов стала бархатистой, и разнообразие цветов все это время сохранялось. Что касается аксессуаров, то их приделывали себе на одежду не только неформалы, как сегодня, а вообще любая молодежь от 15 до 25. Значки, металлические пацифики, пентаграммы, бренды рэперских и роковых групп и так далее. С работой, а значит с деньгами, было тяжело. Каждый сам себе был парикмахером. Девки делали невообразимые для нормального современного человека начесы и красили волосы, но не во все цвета радуги, как сегодня. У парней до 1991 года тоже был в моде густой волос, посередину шеи. Конем привычно ходили исключительно рокеры, а позже у пацанов вошли в моду 3 брутальные стрижки: лысая для националистов, спортивная или братковская, под насадку с оставлением челки, а также под Эдуарда Лимонова: сверху не трогать, с боков все убрать. Повсюду братские перестрелки. Видеть повсюду окровавленные трупы. Некоторых еще не успевала накрыть простынями скорая, и возню вокруг них медицинских бригад, криминалистов и милиционеров было чем-то привычным. Вначале меня это, разумеется, шокировало, но потом свыкся. Больше всего запомнился случай в дежурной больничке. Рядом со мной, перед сидящими на креслах ожидания женщиной, ребенком, бабушкой и дедушкой, на носилках лежал абсолютно голый кавказец, лет 50, с дырой в голове и золотой цепью на груди. Пациент был скорее мертв, чем жив, а потому в шумной больничной суете никому не интересен. Игры, загон, видеозалы и палево. С 21-го столетия все перечисленное можно организовать, не отходя сначала от персонального, у кого-то изначально офисного компьютера, а позже от смартфона и айфона. Нажал несколько раз, вот тебе любая игрушка, вплоть до той, что с документальной графикой, сайт знакомств, кино на любой вкус, если готов терпеть рекламу, то даже бесплатное. Алкоголь можно заказать по приемлемым ценам, такой, который в 90-е лишь главным мафиози снился. Поколению пи-миллениалам и тем более зумерам трудно представить, что во время добычи всего этого проходили часы или дни. К этому готовились, как к походу на свадьбу. Чтобы поиграть в игры, надо было идти в компьютерный зал, пока были только у родичей и близких купцов, чиновников и бандитов. Графика была примитивной, но даже вполне взрослые дяди расплывались в азартной улыбке, присаживаясь за тяжелый самсунговский монитор, играться в каратеку, древнейшую версию Need for Speed или в еще более примитивный, зато космический Starfield. Платили где по часу, где по полчаса отдельно, это зависело от проходимости точки. Дискотеки тогда было принято называть загонами. Это не были ночные клубы, как сегодня, где больше пьют, жуют или чего-то там курят из стеклянных трубок. Сюда приходили чисто танцевать и при этом попутно знакомиться с будущей половинкой. Приходили уже пьяными. Главное — пройти ровно. Охрана старалась бдительно за этим следить, хотя поначалу не всегда.
Под загоны приспосабливали не только огороженные кольца с эстрадами-ракушками, классика СССР, но холлы разорившихся кинотеатров, половина которых стала видеозалами, фойе ДК, вестибюли дворцов спорта, а еще позже и корпуса брошенных индустриальных производств. Классические, еще советские рестораны продолжали оставаться дискотеками для избранных. Тут тоже танцевали и знакомились, но дети купцов, партократов и новых русских, или они сами. Как раз они уж и были первыми прототипами сегодняшних ночных клубов. Тут было все. Видеозал, видеопроигрыватели тоже могли себе позволить не все. Мог занять вообще любую территорию. Закрытую часть вестибюля магазина, ДК и кинотеатра, вокзала, офис никому не нужного ведомства, комнату раздербаненного на коммерческие пространства детского сада. Самые поздние сеансы были посвящены порнухе, но управляющий хозяин пускал на такие сеансы старшеклассников. Когда у половины населения уже появились видаки, выгоднее было пространство видеозалов перепрофилировать под видеопрокаты. В залог можно было оставить паспорт, что нынче табу. Очень много людей умерло от паленого алкоголя, который продавали не только в частных маркетах, крупных или от ИПшников, но и в разных ларьках, вообще не имеющих лицензии. Студенческая молодежь начала-середины 90-х, испробовавшая вкус Амстердам-навигатора и Амстердам-максиматора, только позже узнала, что пива в 10-18 градусов вообще не бывает. Мало того, водку, а по сути разбавленный спирт разного класса, не только этиловый, тоже продавали в жестяных банках и даже в стеклянных 3-литровых с закрученной заводским способом крышкой. Такую необычную линейку продукции в обилии предлагал Северный Кавказ. Это сейчас, сравнивая те 11 лет с предшествующим и последующим периодом, мы видим всю нелепость, бессмысленность и опасность происходившего. Но именно там похоронена молодость многих.